Режиссер Стивен Чиодо. Я Додо, клоун-мороженщик с самым вкусным мороженым в городе. Возьмите эскимо, лизните, и вас проберет до самого копчика. Мороженое, мороженое! Мы привезли вам самое подходящее угощение на свидании. Сделайте паузу. Остудите горящие губы прохладными фруктовыми ледышками, эскимо на палочке и прочими любимыми в народе лакомствами. Добрый день, дорогие друзья! Я рад сообщить вам приятное известие. Дело в том, что наконец выходит фильм. Ха-ха, фильм сказал, потому что я в это не верю даже. Выходит игра по моему любимому фильму детства. Это «Клоуны-убийцы из космоса». Killer Clowns from Outer Space. Это не то, что ты думаешь. Сахарную вату так не хранят. О чем ты? Конечно же, это вата. Смотри. В то время я смотрел «Трудный ребенок», «Второй Терминатор», «Кудряшка Сью», и я не ожидал, что по этому фильму они смогут сделать игру. Уже в конце года, точной даты пока нет, игра стартует в Стиме. Уже сейчас вышло буквально недавно новое видео с геймплеем, которое мы сегодня с вами разберем. А я вас попрошу подписаться на мой телеграм-канал и, конечно же, YouTube, потому что именно здесь я буду выдавать самую интересную информацию в кратчайшие сроки. Да, они и правда заходили в дома, таким образом превращали людей в коконы. Это одна из фишек этих пистолетов. Сцена прям с фильма взята. Давайте разберем более подробно. Это игра, в которой 3 клоуна играют против 7 жителей города. Орудие ближнего-дальнего боя. Какие-то то ли камбухи, то ли какие-то фаталити, не понимаю пока, интересно. Коконы, в которых хранятся, естественно, люди. Причем хочу заметить, что люди, которые в этих коконах, они служат пищей для клоунов. И клоуны через трубочку питаются ими. Это как-то так было в фильме. Какое-то время нужно клоуну, чтобы, возможно, превратить в кокон игрока. Возможно, вдвоем это быстрее происходит. И, наверное, можно человека спасти из кокона, пока непонятно. Есть какие-то то ли выходы, там вот в виде лодки, например. Может быть, это какая-то зона интереса определенная. Вот он показывает очередного клоуна, у которого есть собачка, которую он собственноручно сделал. Собачка, собственно, из фильма. Очевидно, что один клоун будет каким-то милишным боксером, другой будет управлять своей дубинкой, третий стрелять, четвертый там из другого оружия будет немножко стрелять, но это реально интересно. 100% будет какая-то определенная механика бега от клоунов, да, как в Dead by Daylight, например. Та самая зловещая кукуруза, если вы понимаете, о чем я. Какая-то зона, в которой можно спасти что-то, или может быть кого-то. Конечно, уникальный персонаж, который манит к себе вот так вот пальцем. Он был в фильме, естественно. Бегающую пиццу я вижу впервые, но выглядит забавно. Ну и, конечно, тот самый фургон с мороженым, в котором обитают 2 мороженщика, которые вечно друг с другом спорят и недопонимают друг друга. Следующая сцена мне не совсем понятна. Это что-то ультимативное, наверное. Но одно понятно точно, что жители города могут как-то справиться с клоунами, у них тоже есть для этого какие-то свои пути. Конечно же, это пистолеты, те самые из того же фильма, опять же, с попаданием в нос, как я помню, где клоун сразу испаряется. И какая-то фишка, которую придумали разработчики этой игры. Мы видим колесо обозрения, и что-то на нем, какую-то комбинацию нужно сделать кнопок или донести туда что-то. Ну, то есть это отдельная, скажем так, вариация победы для жителей города. Ну, на этом все. Я желаю всем удачи, хорошего настроения. И те, кто досмотрели до конца, небольшой бонус. Одна из интереснейших сцен в «Клоунах», которая запомнилась мне еще с самого детства, наверное, больше всех остальных. Честно, я не знаю, что из себя будет представлять игра. Понимаю, что ей будет очень тяжело тягаться с теми ее конкурентами, которые есть на данный момент. Да, например, с тем же Dead by Daylight. Но я знаю одно точно. Мы в нее будем играть. Мы ее будем стримить на Твиче, так же, как и все остальные игрушки. Ну а вам я рекомендую посмотреть фильм. Это того стоит.
он будет вас улыбать. Для чего вам столько пирогов, ребята?